Чех, Лех и Рус. Три сказочных славянских персонажа, которые, согласно средневековым легендам, положили начало трем великим славянским государствам — Чехии, Польше, Лехии и Руси. То есть западным славянам и восточным славянам. О южных пока тут еще нет речи. Именно об этих персонажах мы и поговорим сегодня. Дорогие братцы и сестрицы, господа, всем привет. О Чехе, Лехе и Русе. Когда они впервые появились? Что значит их появление в исторических источниках? Есть ли в этом какая-то правда? И вообще, что обо всем этом можно думать? Естественно, я вам сегодня расскажу это не так строго в научном, а больше в таком популярно-научном, можно сказать, смысле. О Чехе, Лехе и Русе говорят многие славянские источники. Среди них это чешские Козма Пражский в своей хронике чешской, потом хроника так называемого Далимила, это тоже все Чехия, потом хроника Прибика Пулкавы на чешской территории. Дальше появляются эти персонажи в польских источниках, таких как Великопольская хроника, потом польские аналы или летописи Яна Дугоша. И в конце Средневековья уже эта легенда зафиксирована и у хорватских славян. Ну, давайте по порядку. Первый, кто упоминает кого-либо из этих персонажей, это Козма Пражский. В 1125 году, в первой четверти XII века, он выпускает свое жизненное дело, свой труд «Bohemia Chronicon», то есть чешская хроника. Пишет он на латинском языке, и в начале своей летописи он пытается ответить на вопрос, откуда произошли чехи, откуда чешское государство и чешский народ, и как появилось у них имя этноним. Козма Пражский был священником, был достаточно хорошо образован для человека своего времени, был у него доступ и к античной литературе, и, разумеется, к священному писанию и к церковным отцам. Это в целом тогда была основная литература всех людей более грамотных. Как он обнаруживает предка всех чехов? Он знает несколько вещей. Что чехи — это славяне, что на латыни называются боэми. Согласно этому, в своем источнике, написанном на латыни, он делает вывод, что раз существуют чехи, боэми, должен был когда-то существовать и отец чех, в честь которого они в конце концов были названы. И тут его он придумывает, но я бы даже не так категорично к этому относился. Обычно историки говорят, что да, именно он придумал чеха, но я бы сказал, что, в общем, образцы для такого персонажа можно было найти в многих источниках и Средневековья. И так, например, с одной стороны, это античная традиция, и с другой — христианская традиция. Ибо тоже в Священном Писании мы имеем Якова Израиля, в честь которого потом называется весь израильский народ. Или имеем Юду, в честь которого называется род иудеев, Юдин род. Ну и так далее. Существовали и примеры, конечно, из античной культуры, как я уже упоминал. Например, основатель Рима Ромулус и брат его Ремус. То есть Ромул, романи, римляне, да? То есть таких примеров было много, и люди думали, что вот именно так было принято называть народы в честь своего отца, предка какого-то. И согласно этому он пишет об отце Боэмусе, который в какое-то определенное время, спустя того, как было смешение языков в башне Вавилонской на Шинарском поле в Ближнем Востоке, в центре тогдашнего, так сказать, идеального мира, и оттуда предки чехов должны были прийти как-то на территорию Чехии. И первый из людей, который населился на территории Чехии под горой Рыб, был именно отец чех. Козма Пражский не упоминает никакого Леха и никакого Руса. Тут, в принципе, у него заканчивается эта тема. Следующий очень важный шаг в развитии легенды о Чехии, Лехе и Русе произошел в конце XIII или в начале XIV века. Причем как в Чехии, так и в Польше. В конце XIII века или в начале XIV века в Польше возникла Великопольская хроника. Авторы не совсем известные, хотя есть несколько предложений, но это для нашего сегодняшнего рассказа не важно.
в Великопольской хронике уже появляется каждый из трех братьев: Лех, Чех и Рус. Так же, как это делал Козма, и авторы Великопольской хроники пытались дать ответ на вопрос, откуда пошли поляки, почему существуют народы, которые очень похожи на поляков, чем-то, да, там, языком, обычаями, культурой. В конце концов, народы, которые были прямые соседи поляков и которые очень часто взаимодействовали с ними. И так он тоже, конечно, пытаясь включить славян в библейскую историю, ищет корни славян уже в Священном Писании. В так называемом каталоге народов в книге «Бытия» Священного Писания упоминаются Ной и его трое сыновей: Яфет, Сем и Хам, или Шем и Хам. У Яфета было много сыновей, и одного из них звали Янус или Яван, Йоан. На самом деле в этом имени скрывается название для греческого народа, как ионийцы, яванцы, ионийцы. Но почему-то у авторов Великопольской хроники они расширили его в таком смысле, что Йован или Яван стал в том числе и предком славян. Так, согласно авторам Великопольской хроники, у Яфета был сын Янус, у Януса был сын Пан, и у этого Пана, который жил в Панонии, и в честь которого, в конце концов, Панония, согласно их мнению, названа, у него родились потомки Чех, Лех и Рус. Это является самым древним примером упоминания трех братьев, их имен и факта, что они были именно братья. Старший из этих братьев был Лех, так же как Яфет был старший среди потомков Ноя. Ну и потом еще были Рус и Чех. Они, значит, жили в этой Панонии, и из этой Панонии они вышли и стали править трем народам. Каждый из этих народов назвал себя в честь своего правителя, то есть в честь Чеха — чехи, в честь Леха — лехи, ляхи, поляки, и в честь Руса — русские, русы. Авторы Великопольской хроники считают, конечно, что самый престижный из них был Лех, он был старшим братом всех, он смог создать самое великое государство. О чем эта легенда еще говорит? Легенда о Чехе, Лехе и Русе в польских источниках говорит нам о том, что в конце XIII и в начале XIV века польские писатели четко уже осознавали сходство между славянами и славянское родство. Они это видели, в конце концов, в своих многочисленных контактах с купцами между разными славянскими странами того времени, то есть Чехией, Польшей, Русью. И таким образом, из-за всего этого сходства они не могли не думать, что... Точнее, они не могли думать, что они кто-то совершенно разный. Еще нужно понимать, что славянские языки тогда не так сильно отличались друг от друга, как они отличаются сегодня. И все это говорило им о том, что у всех них должен был быть один общий предок. И таким образом они создали такой книжный конструкт, чтобы охватить как-то всех чехов, всех поляков и всех русов в лице вот трех людей, и вот так выводили эти народы. Давайте вернемся теперь к чешским источникам. В Чехии следующий, кто упоминает Чеха, это автор хроники так называемого Далимила. Я говорю так называемого, потому что на самом деле неизвестно, кто является автором этой хроники. Имя Далимил начали с ней связывать только лишь в более позднее время. Эта хроника много чем уникальна. Так, например, она написана в стихах, она написана в чешском языке, народном тогдашнего времени, то есть древнечешском, другими словами, и она написана для людей чешскоговорящих, видимо, чтобы более широкие народные массы это понимали. И вот что говорит Далимил. Далимил тоже отвечает на вопрос, откуда пошли чехи, откуда взялось их название. Он говорит об этом так, что на поле Синар, когда Господь Бог разделял языки, когда было смятение языков, что среди народов там был и один такой народ, который назывался сербы. И эти сербы потом из Ближнего Востока переселились сначала на Балканский полуостров, населили все земли от Царьграда вплоть до Рима, и среди этих сербов существовала земля, которая называлась Хорватцы, то есть хорваты, хорватская земля. И в этой земле жил какой-то Лех, которого по имени звали Чех.
И тут что примечательно, значит, Руса он не упоминает, а Лех у него это еще не является каким-то отдельным персонажем, а Лех — это скорее какое-то сословие, как предполагают историки. Возможно, это имел Далимил в виду. Этот Лех, дворянин, его звали Чехом. И он в Чехию переселился с юга. Ну, то есть вот, тут уже видим такую надстройку чешскую. Возможно, Леха как-то добавил из польской традиции, хотя с точностью мы утверждать не можем, но и исключать этого также нельзя. Следующий чешский источник, который еще больше строит на этой легенде, это Пулкава. Пулкава жил во второй половине XIV века, и на самом деле его нужно рассматривать в контексте правления Карла IV Вацлава, великого чешского правителя, который для своих дворян потребовал, чтобы кто-то создал ему хорошую славянскую хронику, чешскую хронику, вплоть до его времен. Славянская тема для его хронистов почему-то очень важна. Он даже переписывается с сербским царем Душаном Сильным, упоминает то, что они оба говорят на одном и том же славянском языке. И, скорее всего, это было включая его желаний о том, чтобы церковь восточная и западная вновь соединились. Причем соединение Карл IV и его двор видели именно так, что православные должны вернуться к Риму, а не так, что Рим должен вернуться к православным. Но это немножко другая тема. В общем, в данном контексте он дал это задание разным авторам, чтобы они написали хронику. Такую хронику написал, например, иностранец, епископ Джованни Мариньоли, также в это же самое время, но он не особо там говорит о Чехе и Лехе, не заморачивается этой легендой. А Пулкава, с другой стороны, да. И Пулкава говорит только о Чехе и о Лехе. Руса там у него нет. Однако появляются русские там у него как народ, которых он идентифицирует как славян. Естественно, в данном случае нужно понимать это в средневековом смысле, в контексте. То есть русские от Руси, то есть русы, как сказать, то есть не современные. А еще одна отговорка будет, потому что, к сожалению, среди нашего народа есть многие наши братья, славяно-ненавистники, которые пытаются всячески сейчас и Россию унизить в свете современных событий трагических. Но мы не за то. Мы на нашем вещальнике, канале, мы хотим заступиться за всех славян. То есть это наше намерение. Не Россию убежать, не Украину обижать. Ну, искать что-то общее и идти как-то по этому пути к взаимопониманию и к миру. Ну, опять же, я отхожу от темы. Вернемся, значит, к Пулкаве. Он упоминает только Чеха и Леха. И Чеха тоже, как Далимил, помещает в Хорватию. Говорит, что этот чех когда-то давным-давно пришел в Чехию из Хорватии. На самом деле не совсем известно, что имеется в виду под этой Хорватией, которая в чешских источниках появляется как какая-то прародина чехов. Очень возможно, что это изначально не относилось вообще к южным славянам, потому что в окрестностях Праги чешское племя в самое раннее время своего зафиксированного существования населяло ту территорию, которая вокруг Праги размещена. А рядом с ними были соседи, тоже хорваты и хорватцы. То есть носители хорватского этнонима тоже, да, но это не южные эти хорваты, да. Это с одной стороны. С другой стороны, также местности на Подкарпатье или около Карпатов также назывались Хорватия. Так что неизвестно, что имелось в виду изначально. Потому что Козма Пражский, он еще не говорит или не так выраженно говорит о том, что славяне пришли куда-то из юга. Вопрос о том, что Пулкава именно имел в виду под Хорватией, спорен, открыт. Но если учитывать, что он тоже знал хронику Далимила, существует возможность, да, что это именно помещалось на юг. Но, опять же, к этому еще вернемся. И это все, что касается чешских источников. Дальше еще у нас есть один польский источник. А это анализ хроники Инклити Регни Полонии, то есть анали польского королевства, отца польской историографии Иоанна или Яна Двугоша Лонгинуса XV века. Он упоминает и Чеха, и Леха, и Руса.
С тем, что в отличие от авторов Великопольской хроники, он пишет о том, что Чех и Лех — это братья, а Рус — это Лехов сын. Тоже, возможно, хочет возвеличить именно польское королевство, но он тоже признает этот факт, что славяне родственные, что у славян один корень, а в каком-то смысле эти поляки, чехи и русские — это больше политоним, то есть название политической единицы, не народной. Народная — это славяне. Политическая — это русские, поляки и чехи. Да. Ну вот он их тоже упоминает. В следующих столетиях Чеха, Леха и Руса упоминают еще другие авторы, но, как видим, большинство из них из территории Чехии и Польши. Среди восточных славян эта легенда, насколько мне известно, не закрепилась. Только потом уже могла появиться и то из польских, прежде всего, источников. А также из Польши, скорее всего, эту легенду занесли на юг, потому что в XVI веке существовал такой хорватский славянский доминиканец, священник католический, который получал образование, часть образования. Жил в Кракове некоторое время и там читал польские летописи, и из них узнал о Чехе, Лехе и Русе, которые пришли с юга, из Хорватии. Именно он является первым южнославянским, конкретно хорватским автором, кто упоминает Чеха, Леха и Руса, а это было в его речи 1525 года. И после этого в разных частях Хорватии фиксируется уже эта легенда о Чехе, Лехе и Русе. Если я не ошибаюсь, если правильно помню, о ней писал и Юрай Радкай, и потом Людвиг Гай, и они уже помещали эту легенду в окрестности Крапины. Крапина — это современная северо-западная Хорватия, известна как раз тем, что родина этого Чеха, Леха и Руса связывается именно с этой местностью, а еще известна тем, что там были найдены одни из самых богатых, иногда забываю, как точно правильно нужно сказать. В общем, там нашли очень много остатков неандертальцев. Такой крапинский неандерталец — это одно из самых больших европейских раскопок с остатками неандертальцев. Так что, если у вас есть такая возможность, советую посетить эту местность. Но этот хорватский автор, он не сам придумывал эту легенду, естественно, а он ее просто из Польши принес обратно. И уже в польских источниках есть тот же самый мотив, что и в чешских, что братья Чех, Лех и Рус переселились на север с юга. Но, правда, потом в польских источниках после 15-16 веков уже к этому относятся критически и понимают, что народы не возникают таким способом. Но, тем не менее, сама легенда интересная, и она в самом своем полном виде говорит о том, что когда-то в римские времена, как раз в окрестности этой Крапине, жили братья Чех, Лех и Рус, и еще у них была сестра. И эта сестра влюбилась в римского воина. Братьям это не понравилось. Они убили этого воина, и потом из-за страха, что римляне им отомстят, они уехали с маленькой группой людей, переселились на север и основали там Чехию, Польшу и Русь. Да, вот такая у нас была эта легенда. Значит, чтобы подытожить, говорим о том, что Чех, Лех и Рус — это не настоящие персонажи, это просто литературный конструкт, но в исследовании славянской идентичности он важен как свидетель того, что писатели, авторы славянских хроник осознавали свое родство и близость с другими славянами. Даже если Чех, Лех и Рус, там нет какого-то хорвата, сербина или болгара или кого-то, этой части нет, но все равно эти Чех, Лех и Рус помещаются на юг, к хорватам, да, и к сербам иногда, вот. И я думаю, что именно это является такой самой интересной точкой. По крайней мере, это то, чем я занимаюсь также в своей аспирантской работе, исследую славянскую идентичность, как раз какими мотивами она в этих средневековых источниках проявлялась. Существуют еще разные местные варианты этой легенды. Так, например, в Польше существует легенда об основании города Познания, которая говорит примерно так, что спустя многих лет, когда братья Чех, Лех и Рус разошлись, когда-то они в лесах каких-то на территории Польши вышли на охоту.
И они случайно там друг с другом встретились, и сначала не узнали друг друга. И враждовали по поводу того, кто там может охотиться. Да. А потом узнали друг друга, узнали, что они братья. И, соответственно, сказали, что познаем еще, и от этого слова потом Познань. Вот такая вот легенда. А мне теперь интересно, вы знаете еще какие-то местные легенды о Чехии, Лехе и Руси? И особенно мне интересно, если кто-то из вас знает, в каких восточнославянских источниках упоминаются эти три персонажа. Еще раз хочу тут вернуться немножко к ним, потому что недавно, когда я об этом где-то рассказывал, может быть, это было где-то в комментарии, скорее всего, было в комментарии где-то в Ютубе, кто-то сказал, что чех, лех и рус, что русам никак не имеются в виду современные русские, а только украинцы и белорусы. И что могу на это сказать? Конечно, понятно, почему образуются такие мнения. Печально, конечно, печально. Но нужно, когда мы как историки занимаемся историей, или любой человек, который занимается историей, если он хочет на самом деле понимать или приблизиться больше всего к тому, как нужно правильно понимать события, должен сначала снять очки современности и задать себя вопросом, как эти люди думали, и пытаться вникнуть и понять в то, как эти люди себе представляли мир. Современные отношения между восточными славянами, они не являются чем-то постоянным, что так было, так есть, так будет всегда. А даже эти идентичности были другими. То есть древнерусская идентичность — это идентичность, которая дала начало как украинцам, так и русским, так и белорусам. Кто-то, может быть, думает, что я тут что-то преувеличиваю или вру или так далее, да? Но, например, этот Винко Прибоевич, он конкретно упоминает также Москву там, в этом контексте, да? То есть сказать, что этого нет, или что русские как-то не причастны к этим славянам, ну, это просто несерьезно. Это ужасно несерьезно. А теперь хочу еще поблагодарить всех вас, зрителей, особенно тех старых зрителей, которые так долго не сдаются, несмотря на то, что у нас тяжелый год. Так долго не сдаются, поддерживают нас, финансово даже в том числе. Спасибо вам огромнейшее. Спасибо, что вы есть, спасибо, что нас поддерживаете, и это нас тоже мотивирует, чтобы мы не бросали это дело. Я все равно это не хочу, просто у меня очень много страха часто бывает в связи с тем, когда камера включится, все идет не в ту сторону. В общем, а те из вас, кто нас еще хочет поддержать, можете это сделать на Патреоне, Бусти или на PayPal. Спасибо за просмотр и пока-пока.